Вот карта, которую мы нашли в последнем видео. Я оставил ее в том же месте, где мы ее нашли, когда смотрели видео. Здесь у нас данные для карты, а здесь двухмерное изображение, но повернутое в другую сторону. Давайте посмотрим. Если мы посмотрим, то увидим вот эти точки. Я передвину их сюда. Вот эти точки, а вот эти, но повернуты в другую сторону. Вот так выглядит карта. Теперь давайте посмотрим на некоторые цифры, потому что с ними что-то не так. Проще всего посмотреть на них, открыв два набора чисел одновременно. Давайте откроем текст. Сейчас он серый. Если мы нажмем «Удалить», он станет желтым. Теперь он всегда будет желтым. Вы нашли эту карту, она здесь. Она всегда будет желтой. Сейчас здесь наши исходные числа. Я просто прокручу колесико мыши. Немного передвину его вверх, чтобы было больше места, и перетащу его немного вверх. Теперь я вижу две версии одного и того же. 8500, а здесь 8500. Когда Вайнал создает эту карту, он всегда игнорирует неиспользуемые нули в начале. Это не новость. Компьютеры делают так с момента своего появления. Он игнорирует 0 в начале. У меня получается 8500, как и здесь. Так что все в порядке. У меня есть набор чисел. Сейчас главная проблема в том, чтобы цифры имели смысл. Если я нажму на середину, то откроется окно свойств. И в этом окне будут данные, которые находятся в середине и на всей карте. Другими словами, Vinyl дал этой карте такое название. Теперь я хочу переименовать ее в карту IGO. Я хочу дать ей описание, потому что это именно то, что она собой представляет. Я назову ее массовый расход воздуха, потому что это действительно массовый расход воздуха через датчик массового расхода воздуха, который некоторые называют MEF. Вероятно, он измеряется в миллиграммах на такт, поэтому я укажу миллиграммы на такт. Сейчас я собираюсь посмотреть на другие параметры. Здесь есть коэффициент смещения, и здесь написано 1. Я знаю по опыту, что расход воздуха в 8500 невозможен. Для двухлитрового двигателя я могу ожидать расход воздуха в районе 1000. Установка турбокомпрессора может немного увеличить расход воздуха, но я точно получу цифру в районе 1000, а не 8,5. Поэтому я изменю это значение на 0,1. Это умножит 8,5 на 0,1 и даст мне, смотрите, что у нас получилось, 850. 850 не сильно отличается от 1000, так что я думаю, что теперь у меня есть более реалистичные цифры. У меня максимальная скорость воздушного потока 850, так что я скажу себе, да, я это принимаю. Если я сейчас нажму Х, то потеряю все внесенные изменения, поэтому я нажму ОК. Так, давайте посмотрим, что у нас еще есть. Здесь указана мощность до 5151 вторник. Если я дважды щелкну по этой цифре, откроется окно, и там будет написано, что это ось Х. Теперь Вайнелс решил, что это количество впрыска. Количество впрыска сокращенно называется КВ. Я приму это как верное значение. Миллиграммы на такт. Я приму это как верное значение. 0,1 я приму как верное значение, а здесь у меня точность до 1. Почему я выбрал 0,1? Потому что я хочу, чтобы это число читалось как 51. Если бы было 0,1, то читалось бы как 510, а если бы было 1, то читалось бы как 5100. Я знаю, что значение от 5051 до 70 или 80 – это вполне разумное количество впрыска. Если бы значение было выше 100, я бы заподозрил, что что-то не так. Здесь число точности – это просто количество десятичных знаков, которые я хочу.
Если я хочу видеть только один десятичный знак после запятой, я ставлю единицу. Если я хочу видеть два знака, я ставлю двойку, и получается 51, и я получаю 2 нуля. Бывают случаи, когда мне нужны 2 нуля, но сейчас я оставлю 1. Да, все в порядке, я принимаю эту информацию. Вот и все. Здесь другая ось. Я дважды щелкну по ней. Вот что показывает ось Y. Не волнуйся, я потом объясню. Это показатель оборотов двигателя. Это показатель, измеряемый в оборотах в минуту. Сейчас, когда ты впервые пытаешься это сделать, ты можешь не получить никаких подсказок. Vinyls выдает эти подсказки, потому что я уже пользовался этой программой, так что она меня узнает. Если программой раньше не пользовались, то она не узнает, и все эти поля будут пустыми, и тебе придется самому догадываться. Сейчас мы видим, что программа сделала предположение и ошиблась на милю. Если я изменю значение с 0,1 на единицу, посмотри, что она сделала с этой цифрой. Если я вернусь к 0,1, что было раньше, если обороты в минуту верны, то это 54 оборота в минуту? Я так не думаю. Так что мы избавимся от этого и поставим единицу. И скажем, что точность не важна, потому что нам она не нужна. Мы могли бы поставить 0, но не будем заморачиваться. Нам вообще не нужна точность. Так что мы проигнорируем ее и скажем, что все в порядке. Итак, у нас есть обороты в минуту для этой карты, количество впрыска для этой карты и результат. Это оси X или Y в зависимости от того, как они расположены. И это можно изменить. Так что не думай, что это ось X, а это ось Y, или наоборот, потому что это не так. Если ты смотришь на ось X, а у кого-то другого компьютера он смотрит на ось X, то вполне возможно, что ось X, на которую ты смотришь, это ось Y, на которую смотрит он, потому что они взаимозаменяемы. Итак, вам нужно указать, по какой оси вы смотрите, а не просто упомянуть X и Y. Эту ось часто называют Z-осью. Это результат работы карты. Другими словами, у нас есть две функции, и вот результат работы нашей карты. Это результат, который показывает, что двигатель или ЭБУ получает информацию о нормальном расходе воздуха для данного количества топлива и оборотов. Вот что мы видим на карте. Обычно вы не обращаете на это внимания, потому что просто меняете данные карты, но я решил рассказать об этом подробнее, чтобы вы понимали, что происходит. Да, вот она. У нас есть карта IGA, и у нас есть почти вся информация, которая нам нужна для работы с картой IGA. Теперь мы можем посмотреть на нее в трехмерном режиме. О, она исчезла. Не волнуйтесь, если это произойдет. Используйте мышь, прокрутите вверх, и если повезет, появится предупреждение. Пожалуйста, нажмите, чтобы оптимизировать вид, и вот она. Если вы видите какие-то лишние цветные элементы, не обращайте на них внимания. Это подсветка, которую добавил Vinyls. Нажмите «Удалить», и они исчезнут. Вот она, наша карта в трехмерном режиме. В двухмерном режиме она выглядит немного сжатой, но ее все равно видно. А вот она в текстовом режиме. Теперь стоит уточнить, откуда взялась эта информация. Мы уже видели, что эта информация представляет собой большой блок данных, который немного изменился. Откуда взялась эта информация? Давайте посмотрим на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 столбцы. А здесь у нас 13 столбцов на 16 строк, то есть 13 столбцов. Если мы поднимемся сюда и быстро поищем, то найдем. Здесь у нас число 13, за которым следует 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Это данные для доступа. Это данные для карты вывода. А это данные для одной из осей. И она состоит из 13 единиц. Вот она. Когда мы вынуждены делать это самостоятельно, без помощи Vinyls, мы можем искать, зная, сколько нам нужно. Например, если нам нужно 16 строк, мы можем найти 16 строк и посмотреть, вот они 16 строк. Если мы посчитаем, то их будет 16.
Но если вы делаете это самостоятельно, потому что Winals не сделал это за вас, не запутайтесь в этих данных. Прямо перед числом 16 есть еще одно число. Это ссылочный номер в 16-ричном дампе. Winals использует этот ссылочный номер для поиска карт. Вы не используете этот номер? Давайте найдем наш 13. Перед ним тоже есть ссылочный номер, но вы его не используете. Так что вам никогда не понадобится этот номер или другой номер, если только вы не станете супер-пупер экспертом по поиску файлов и не решите, что вам нужны эти номера для поиска. Но как новичку вам эти номера не понадобятся, и вы не будете с ними связываться. Поэтому, когда вы будете искать ось, вы будете думать, сколько в ней цифр. О, в ней 16 цифр. Хорошо, я буду искать 16. Вот она. И эти 16 цифр вам не пригодятся, когда вы будете искать ось. Вам нужна будет информация, вот эти 16 цифр. А для 13 это будут вот эти 13, а не само число 13 или 16. Они просто помогут вам найти нужную информацию. Верно, сейчас я покажу, что здесь нет волшебной кнопки закрытия. Поэтому я просто нажму X, чтобы закрыть окно, и на этом видео остановлюсь, а в следующем будем искать другую карту, чтобы закрепить то, что мы уже сделали.